Так, ребят, всем привет. Давно не снимал никаких видео, ну, по причине того, что очень много работы. Ну и когда не было желания. В общем, сейчас решил снять такое небольшое видео. Видео про ручную точилку для ножей. Много видел фотографий, видео в интернете. Просто сегодня утром встал. Решили чай попить, ножи тупые, думаю, надо точить. А наждаком, потом поправлять бруском. В общем, это все как-то долго, муторно и не особо аккуратно получается. Вот, для этого я решил сделать такую небольшую точилочку. Сразу говорю, никакой эстетики тут нету, никакой красоты, никакого марафета. Просто обычная точилка, которая будет у меня рабочая, которая буду точить ножи. Вот, ну, давайте я вам покажу, что я сделал. Вот, значит, у нас получилась вот такая вот точилка. Значит, сделана она из фанеры. Фанера 12 миллиметров толщина. Передний подпятничек, задний подпятничек. Здесь у меня все это на саморезы. Ну, сразу говорил, что эстетики никакой не будет, потому что дело для себя, как бы не для кого-то, не на продажу. То есть мне все так будет. Ну, то есть какими руками делал грязными, так все вот оно и получилось. Ну, конечно, можно покрасить, зашкурить. Ну, я это делать не буду. Вот, значит, здесь у нас приклеен кусочек кожи, чтобы нож положить, прижать, чтобы он никуда не катался. Вот, алюминиевая пластина прижимная, металл 6-миллиметровый, сзади барашек. Значит, основная штанга, на которой все это стоит, это у нас толкатель мотоцикла Днепр алюминиевый. Ну, он какой-то сплав идет чего-то, ну, типа дюраль, непонятно. Нарезал резьбу, 2 гаечки, прижал все это. Шарнир, по поводу шарнира. Шарнир сделан из, получается, вот это вот у нас есть 3 гайки, то есть раз, два, три гайки М8, между собой они сварены по кругу, к ним приварен болтик на 6, с этой стороны вот здесь гаечка и обычная вот такая скоба, то есть крутится это все с минимальными люфтами, все отлично. Дальше основная часть, точильная, так сказать, штанга, которая идет, тот же самый толкатель клапана, посередине трубка, которая запрессовала ее туда, плотно зашла. Но вот эту вот часть необходимо полировать. То есть, пока она была не полированная, вот здесь вот она у меня вот так вот легко не двигалась, ее постоянно закусывала. Вот, то есть я ее полирнул на войлоке, как бы, и хорошо. Здесь, значит, шайбочка, пружинка прижимная. Вот. Ну и соответственно, как бы, сам брусок. Сделан такой брусочек, на нем шкурочка, по-моему, 500, если я не ошибаюсь. И все это дело вот так вот берется, оттягивается, вставляется. Все, он здесь держится. Далее все это вставляется сюда. Ложим наш ножик, который мы будем точить таким вот образом. То есть здесь еще сделан паз для того, чтобы можно было перемещать, потому что ножи бывают длинные, бывают короткие. То есть в моем случае покороче, передвинул сюда. Вот таким вот образом вот здесь взял и зажал. Сильно зажимать не надо, чуть-чуть поджать, вот он, все держится отлично. Выставляем, значит, угол, какой нам нужен. То есть можно ниже, можно выше. Вот. И вот такими вот движениями после того, как одну сторону проточили, переворачиваем. Переворачиваем. Все, 500 шкурочка хорошо точит. В общем,
дальнейшем, ну, уже такой островатый стал. Ладно, в общем, в дальнейшем сделаю таких брусочков еще. То есть это 500, сделаю там 1000-ную, 2000-ную. И под конец у нас будет это все полироваться кожей. То есть есть у меня кожа. Кожа будет намазываться, натираться пастогоем. И только уже в обратную сторону будет вот так вот курица. Так, в общем, в принципе, на этом все. Вот такую точилочку я сделал сегодня. Ушло у меня на это полдня. Ну и вообще никаких затрат. То есть я в магазин не ездил, ничего не покупал. Все это было у меня как бы в гараже. Теперь можно хорошо точить ножи. Всем спасибо за просмотр. До свидания.